Здравствуйте, дорогие товарищи, меня зовут Артемий Троицкий. Это видеоэпопея «Популярная советология». Ну, наконец-то я пробрался там через эти теоретические, идеологические чащи, и теперь, наконец-то, мы будем говорить о по-настоящему интересных и занимательных вещах. С базой покончили, пошла надстроечная часть под названием «Быт». Бытовая тема номер один, в ней будет две части. Бытовая тема называется «Что и как ели советские люди». В общем и целом можно сказать, что люди в Советском Союзе не голодали. Если кто-то будет утверждать обратное, в общем-то, это не так. Конечно, они голодали, скажем, в 20-е годы. Естественно, они голодали в пору Голодомора, то есть в начале 30-х. Конечно же, во время войны они тоже голодали, но это все было давно, хотя и правда. Я говорю сейчас о том периоде, который я застал, то есть это уже 60-е, 70-е, 80-е годы. Голода не было. Продукты в магазине были, и стоили они очень дешево. Ну, то есть, вот я вспоминаю просто, за какими продуктами меня посылали родители. Картошка стоила 10 копеек килограмм. Бутылка молока, пол-литра, стоила 30 копеек. Но если при этом ты сдавал точно такую же пустую бутылку из-под молока, то цена уменьшалась вдвое. Стоила она 15 копеек. Буханка белого хлеба, черный, что-то я не помню, сколько стоила, а буханка такая довольно большая белого хлеба стоила 13 копеек. В общем-то, все это было вполне доступно. Более того, эти вещи реально и всегда продавались в магазинах. Что еще продавалось в магазинах? Очень немного. Всегда можно было купить в магазинах какие-то крупы. Я уже даже не знаю, какие там, скажем, манну или какую-нибудь перловую, там, овсяную. Это продавалось. Практически всегда можно было купить в магазинах макароны. Ну и, разумеется, всегда можно было купить какие-то напитки типа соки, воды, и, разумеется, алкоголь типа водка. На этом ассортимент пищевых товаров, которые можно было достать без всякого труда, без всякого блата и практически в любое время, в общем-то, он более или менее этим исчерпывался. Значит, что нужно сказать даже по поводу самых базовых продуктов? Во-первых, для того, чтобы их купить, надо было выстаивать очереди. Во-вторых, продукты эти были зачастую, не всегда, но очень часто, очень плохого качества. Скажем, вот про картошку я могу ответственно сказать, что почти всегда от трети до половины этих картофелин уходило в картофельные очистки, потому что картошка была гнилая. Какие товары пищевые можно считать было в советское время таким как бы некоторым дефицитом? Это колбасы. Колбаса, я помню, была отдельная, была любительская, то есть это вареные колбасы, где-то 2-3 сорта, не больше. Это сыры, опять же, 2-3 сорта, какой-нибудь там ярославский, пашихонский, какой-нибудь голландский, может быть. Ну, естественно, не голландского производства, а голландский сорт, сыр голландский с большими дырками. И я думаю, может, там еще что-нибудь было, какие-то куски мяса, опять же, весьма сомнительного качества, какая-то рыба, скорее всего, с запашком и так далее. В общем-то, больше в городе Москве, где я проживал, вот так вот в такой открытой продаже ничего не было. Но даже это немногое привлекало людей из провинции, из всяких окружающих Москву областей. Была такая шуточка: глаза горят, зубы стучат, хвост длинный, а яйца грязные.
Что это такое? Это очередь за яйцами по 50 копеек. Вторая загадка из цикла «Что это такое?» длинная, зеленая, пахнет колбасой. А это электричка Москва-Тула. То есть люди из около московских областных центров, они специально приезжали на такие шопинг-туры в Москву, благо там ехать надо было 2-3 часа, не больше. Вот. И шопинг-туры эти касались не столько там каких-то модных шмоток, или что там обычно в шопинг-туры попадает, они касались вот этих элементарных вещей. Колбаса, сыр, масло, а не маргарин, в общем, что-нибудь такое. Ключевым было слово «снабжение». Очень популярное советское слово «снабжение». То, что есть, чем снабжают. Соответственно, еще было популярное слово «снабженец», но это типа кормилец, да, тот, кто этим снабжением занимается. Снабжение было несколько разным в разных уголках Советского Союза. То есть где-то, возможно, не было вообще ничего. Да, кстати, я совсем забыл одну вещь, извините, буду перескакивать. Ну, поскольку я не по бумажке читаю, а импровизирую. Еще один продукт, который всегда был в наличии, это было мороженое. Мороженое составляло основу моего личного рациона. Я, во-первых, мороженое очень любил, во-вторых, оно всегда было, ну и в-третьих, дешево стоило. Было 3 разновидности фруктового мороженого в стаканчиках за 7 копеек, за 9 копеек и за 10 копеек. Ну, то есть буквально копейки. А 4-я причина, по которой я любил мороженое, заключалась в том, что мороженое прекрасно отбивало аппетит. И вот съешь вот стаканчик, а то и 2. После этого, в общем-то, есть как-то особо и не хочется. Снабжение было разным, но в разных концах СССР. Лучше всего оно было в западных балтийских ныне странах, а в то время прибалтийских республик. Я там проводил много времени, там было много всяких музыкальных интересов, личных интересов. И там, надо сказать, да, к тому же у моих бабушки и дедушки была дача в Эстонии. Снимали они ее на весь летний период на протяжении там, лет 20, если не больше. Короче, я там часто бывал, и, в общем-то, там было, конечно, так поинтереснее и повкуснее. Там было много всяких вкусных молочных продуктов, а также и мясных. Сосиски там всегда были, иногда какие-то еще там ливерные колбасы или кровяные колбасы и так далее. В общем, было что укусить. Вот, пожалуй, и все о том, как питались магазинными продуктами советские люди. Но это не объясняет некоторых интересных фактов. Ну, скажем, один интересный факт. Была какая-то такая длинная шутка про всякие загадки и парадоксы советской власти. Вот одна из загадок состояла в том, что в магазинах ничего нет, а в холодильниках, ну, все не все, но, по крайней мере, очень многое есть. Кстати, опять же, раз уж я взялся за советский фольклор, была такая шуточка: советский национальный вид спорта с шаром покати. Была такая сеть магазинов «Океан», которые, по идее, должны были продавать рыбу и всяческие морепродукты и так далее. Вот, и где было совершенно пусто, причем магазины были огромные, и про них тоже сочинили неизвестные народные авторы такую смешную считалочку. 2 кильки в томате, 3 бляди в халате, кругом чешуя и нет нихуя. Это вот было про магазин «Океан». Так вот, но почему в холодильниках-то было гораздо больше, чем на магазинных прилавках? А потому что вот все эти дефицитные товары, слово «дефицит» это вообще, может быть, было главным словом Советского Союза. Дефицит, то, чего нет, то, чего не хватает. Товары эти покупались по блату. Блатов были разные модели и форматы, иногда просто по знакомству, через знакомых продавцов в магазинах, иногда потому что работали в каких-то учреждениях, где людей подкармливали.
Потом существовала еще такая практика, что людям продавали дефицитные продукты, но с нагрузкой. То есть продавали, скажем, батон копченой колбасы, а это вообще, особенно перед праздниками, просто предел вожделения копченая колбаса. Но за это надо было купить 3 пачки макарон, какой-нибудь там килограмм гречки и там еще что-нибудь. Ну и, наконец, существовали так называемые спецраспределители. Я очень недолгое время был клиентом спецраспределителя. У меня была первая жена, которая была такая девушка номенклатурная. Папа у нее был помощник Косыгина. Нет, дедушка у нее был помощник Косыгина. Папа у нее был всего-навсего адмирал. Но они были как раз прикреплены вот к этим спецраспределителям. И я в течение того там полугода или года, что был женат на этой девушке, я там иногда бывал. Что продавали в этих спецраспределителях? Да, кстати, спецраспределитель, куда я ходил, он находился в доме на набережной. Сейчас там какой-то магазин имеется, такой двухэтажный дом на набережной. Ну, москвичи знают, где это, а также те, кто читали Трифонова, знают, где это. Там, на самом деле, ничего такого супер деликатесного не было. Там были, в общем-то, элементарные товары, которые, по идее, должны были быть в каждом магазине, но их там не было. Та же копченая колбаса, те же какие-то вкусные конфеты, то есть не леденцы там эти позорные, а конфеты типа столичные, какие-то там еще, конфеты с ромом, ликером там, и так далее. Мясо хорошего качества, всякая рыба, селедка там и так далее. То есть ничего такого особенного, но даже это распространялось через вот эти самые спецраспределители. Ну и высший класс, естественно, это были магазины «Березка», где торговали на валюту, ну точнее на чеки. Там были всякие чеки серии D, каких-то еще серий, которые получали, ну их получали, во-первых, естественно, иностранцы, которых в Москве некоторое количество было. Во-вторых, их получали, скажем, советские дипломаты или какие-то люди, которые возвращались с работы за границей, ну, там строили, скажем, какие-то атомные электростанции где-нибудь там в Иране. В «Березках» вот там вот можно было купить уже всякие такие совсем вожделенные вещи. Я лично там покупал исключительно алкоголь, поскольку алкоголь в советских магазинах был очень плохого качества. Ну, вы слышали наверняка всякие легенды про жуткие портвейны, которые на самом деле не имели никакого отношения к благородному напитку портвейн, просто представляли собой какое-то плодово-выгодное, как его называли, вместо ягодного вино, вот еще с большим количеством размешанного в нем сахара. Я покупал там, да, всякие эти виски, джины, тоники, а также пиво в банках. Пива в банках в Советском Союзе не было. Вот так вот примерно люди раздобывали еду. Но, в принципе, можно было еду и не раздобывать, а питаться в так называемом общепите. Вот что из себя представлял советский общепит, я вам расскажу в нашей следующей, по-моему, уже 7-й или 8-й серии. Зовут меня Артемий Троицкий, и вы смотрите видеоэпопею «Популярная советология». До скорой встречи на канале «Живой уголок».